Какой микрофон выбрать? Есть ли жизнь после вокала в шкафу? Автотюн лучший друг или стыдоба? Обо всем по порядку вы узнаете в серии следующих видео. Всем привет! Меня зовут Марион, и добро пожаловать в мою студию домашней звукозаписи. С момента нашей последней встречи, как видите, у меня здесь все поменялось. Теперь мой стол стоит рядом с шкафом, чтобы было более удобно записывать вокал. В предыдущем видео я как раз рассказывала, как лучше обустроить вашу комнату для записи вокала, а также какое оборудование вам понадобится. Но в этом видео мы перейдем уже непосредственно к практике. Я покажу на своем примере, как я записываю вокал, дам несколько советов, поговорю о самых распространенных ошибках, а также покажу, как пользоваться программой Ableton Live. Так, немножко пробежимся по функциям программы, самым необходимым. Если вы открыли Ableton в первый раз, возможно, он открылся у вас таким образом. Вы видите вертикальные дорожки. Это режим Live View, сейчас он нам не нужен. Мы сразу переходим в режим аранжировки. Вот здесь вот такой маленький кружочек с горизонтальными полосочками. Теперь вам нужно убедиться в том, что звуковая карта с микрофоном подключена и все работает. Я буду показывать на Mac, но Windows это где-то, наверное, в Options. В общем, нужно найти кнопку Preferences. В этом окошке Preferences Audio. И здесь мы выбираем Audio Input и Audio Output, вашу звуковую карту. У меня она называется Fireface. Здесь и здесь. И обратите внимание на этот показатель Buffer Size. Здесь, примерно 512. Если вы слышите, что у вас очень сильная задержка, вы поете, а слышите звук в наушниках гораздо позже, лучше на 256 или на 128 поменять это значение. Итак, что у нас находится сверху? Сверху вам может понадобиться темп. У меня он 140. Я записывала эту песню сама, поэтому я, в принципе, сама выставила этот темп. У вас он может отличаться в зависимости от минусовки. Возможно, в том месте, где вы скачивали минусовку, вы можете увидеть значение BPM. Это и будет ваш темп. Если же у вас нету темпа вашей минусовки, то попробуйте включить и вот этой кнопкой Tab пощелкать ваш ритм. И, возможно, вы найдете правильное значение. Здесь вот вы можете выбрать размер. Я выбрала 4/4. Вы можете там написать 3/4 и так далее, в зависимости от вашей песни. Это у нас метроном. Когда он горит желтым, метроном включен. Ну вот вы видите, он разбивает дорожки на четверти. И так проще будет склеивать ваши дубли. Далее, вот эти большие кнопки Play, Stop, Record, это, в принципе, и так понятно. Спускаемся чуть ниже. Здесь мы видим наши аудиодорожки. Создаем аудиодорожку правой кнопкой мыши на пустое место. Insert Audio Track. Но у меня этот трек уже здесь создан. Я на него скинула минусовку. Это вот просто мой аудиотрек, уже готовый. Я просто переношу из папки его вот сюда. И далее мы создаем нашу дорожку для записи вокала. Опять правой кнопки мышки, Insert Audio Track. Ну, опять же, у меня уже здесь создан. Command-R и переновываем на Lead Vocal, или как вам удобнее. Здесь мы смотрим. Это наши аудиоканалы в нашем аудиоинтерфейсе, аудиокарте. Мой микрофон подключен к первому каналу, поэтому я его выбираю. И здесь, в принципе, остальное я не трогаю. Дальше, это вот номер нашей дорожки. Вот так, если желтым горит, значит трек будет проигрываться. Если серым, то нет. Вот, посмотрим. Просто отключаем дорожку. Если вы, допустим, записали вокал на одну из дорожек, и вам нужно послушать только эту дорожку, без минуса, вы можете включить вот эту кнопку S, что значит соло, и послушать отдельно только одну дорожку. Дальше кнопка записи как раз. Мы ее будем по мере записи нескольких дорожек нажимать на каждой отдельной дорожке. Это наша громкость дорожки. Мы двигаем туда-сюда и, соответственно, меняем громкость дорожки. Это у нас баланс между левым и правым каналом. Сейчас мы в правом ухе слышим. Двойное нажатие возвращает в обычное стандартное значение.
Эти каналы пока мы не будем трогать, это лучше об этом пока не знать. Здесь вот у меня стоит флажочек. Если вы вот так вот направите сюда, где динамик, нажмете опять же правой кнопкой мыши, можно вот добавить локатор. Переименовывайте, и если вы будете вот 2 раза щелкать по нему, то он будет запускать с определенного места. Мне как раз нужен сейчас припев. А если вы с какого-то любого места хотите с другого запустить, вам нужно вот найти вот это положение мышки, где нарисован динамик, и просто нажимаете на это место. Итак, наш проект готов. Переходим к микрофону. И для начала мы превратим наш шкаф в будку для вокала. Для этого нам понадобится плед и прищепка. Но это не совсем прищепка, это такой фотографический защип. Рекомендую. И вуаля! Наш шкаф готов. В первую очередь нужно настроить высоту микрофона. Вот эта вот мембрана, которая записывает звук, должна быть направлена прямо на ваш речевой аппарат. Далее очень важно выбрать расстояние до микрофона. Стандартное расстояние до микрофона — это примерно 30 сантиметров. Если мы отходим чуть дальше, то сильнее будет записываться эхо и призвуки комнаты. А чем ближе мы становимся, тем больше призвуков и различных артефактов может записаться непосредственно из нашего рта. Например, таких. А если вы хотите записать такой интимный, более близкий вокал, как у Билли Айлиш, то можно ставить поближе. Это примерно расстояние от вашей ладони до микрофона. Также не стоит сильно отклоняться от микрофона, потому что вы сами можете услышать, как меняется звук. Конечно, если вы хотите немножко пританцовывать, все-таки старайтесь, чтобы ваш рот примерно оставался в одной и той же точке. Также, если вы любите очень сильно жестикулировать во время пения, старайтесь не задевать провод и стойку. Иначе вы слышите, какие артефакты могут записаться. Это же самое касается и топтания на месте. То есть, в принципе, можно немножко двигаться, но стараться, в общем, не увлекаться. Ну а если у вас, наоборот, очень громкий, такой экспрессивный вокал, то лучше сразу встать подальше от микрофона, чтобы не отклоняться от него дальше, иначе это повлияет очень сильно на качество звука, на качество тембра, который запишется. Лучше встать сразу чуть-чуть подальше, но тогда, как я уже сказала, чем дальше вы становитесь от микрофона, тем сильнее записываются звуки комнаты, поэтому убедитесь, что у вас достаточно сильно заглушено различные отражения и эхо. Также на запись очень сильно влияет атмосфера, в которой вы находитесь. Конечно же, лучше всего, если вы будете находиться одни в комнате, либо с вашим другом, который будет выступать в качестве звукорежиссера и нажимать на кнопочку REC и так далее. Потому что, сами понимаете, вы будете думать скорее не о том, как лучше спеть, а о том, не услышат ли вас соседи и постучат вам в стенку. Поэтому, конечно, лучше выбрать такую комнату, такое помещение, чтобы там можно было зажечь какие-нибудь свечки, благовонию, ну, что-то такое, в общем, приятное, атмосферное, чтобы вы чувствовали себя расслабленно и могли творить. И, кстати, именно поэтому мне больше нравится записывать вокал дома. Здесь я чувствую себя наиболее свободной, расслабленной, и здесь у меня получаются наиболее удачные дубли. Также рядом с собой хорошо иметь чашку с теплой водой, не с кофе, не с чаем, не с кипятком, потому что это все может пересушить вам горло. Просто теплая вода, когда это требуется. Итак, убедитесь, что у вас включенное фантомное питание. Это, возможно, такая маленькая будет кнопочка с надписью 48V в передней или задней панели вашего интерфейса. Моя звуковая карта имеет такой удобный цифровой микшер, так что я буду все показывать здесь. И теперь нам нужно настроить гейн, громкость нашего голоса. На вашем интерфейсе, скорее всего, это будет такая крутилочка рядом с выходом на микрофон.
Поэтому для начала мы сделаем саундчек, исполним фрагмент нашей песни, послушаем, насколько нам комфортна громкость в наушниках, громкость самого вокала, громкость минусовки. Также убедимся, что мы не переборщили с гейном, чтобы звук не уходил в дисторшн. Я сейчас покажу, как это может происходить. Мы нажимаем вот эту красную кнопочку на нашем треке с вокалом, выставляем точку, откуда начинается запись, и нажимаем на уже большую вот эту кнопку Rec на верхней панели. Сразу покажу, как это будет выглядеть, если вы переборщили с гейном. Ну вот вы видите, если 2 раза кликнуть по треку, вы можете здесь увидеть увеличенную картину. У нас зашкаливает наша звуковая дорожка за границей. Вот это вот нельзя допускать ни в коем случае, иначе у вас будет испорчен просто дубль. Вот послушайте. Это вот называется дисторшн, как на электрогитарах, но нам здесь такого эффекта не нужно, поэтому мы выставляем среднее значение. У меня это примерно 30, я уже просто привыкла. Ну вот вы видите, такая звуковая волна — это самое оно. Главное, не самое тихое, не самое громкое, что-то вот такое вот среднее значение. Громкость минусовки вы можете поправить здесь, если вам некомфортно. Мне, в принципе, все устраивает. Что, давайте первый дубль пробный. Конечно, первые дубли, скорее всего, будут такие распевочные, но иногда получается, что первый дубль самый лучший, поэтому, кто знает, лучше записывать прямо с первого дубля. Ну, в принципе, неплохой дубль, но в некоторых местах хотелось бы лучше. Поэтому я создаю новую дорожку, просто дублирую эту. Так, нажимаю Duplicate или Command-D. Отсюда убираю записанную дорожку. Все, мутирую, пока что слушать я не буду. И меняю кнопку Rec на следующей дорожке. И еще попробуем несколько дублей. Мне понравилось, как я вот эту концовку спела. Еще разок, прямо вот отсюда. Теперь просто вот такую скобку нахожу и двигаю вот так вот. Вместе эти дорожки будем собирать уже в 3-м видео. Сейчас мы только записываем. Итак, мы записали наш основной вокал, лид-вокал. Это наш самый основной вокал, который громче всего слышно, основная мелодия. Теперь нам нужно записать дабл-вокал. Дабл-вокал будет делать наш вокал более объемным, более густым. На самом деле у Билли Айлиш там, не знаю, наверное, штук 10 этих дабл-вокалов, но я, пожалуй, запишу только 2. Итак, лид-вокал у нас будет по центру. Мы его включим, чтобы слушать и попадать во все вот эти вот концовки и начало фраз, потому что дабл-вокал должен звучать как можно ближе к основному вокалу, чтобы не было вот этих концовок, особенно шипящих, так пс-пс. На самом деле никто не идеален, как робот один в один спеть невозможно, поэтому, если что, мы там будем уже, опять же, в 3-м видео на обработке немножко двигать фразы, если это потребуется. Сейчас записываем, слушая основной вокал, в принципе, то же самое. И еще разок, потому что у нас будет 2 дабл-вокала. Немного забегая вперед, скажу, что наш лид-вокал будет по центру, а дабл-вокалы мы немножко расставим по панораме влево и вправо, совсем чуть-чуть, вот на 10 единиц, и сделаем, естественно, потише основного вокала. Я говорила, что пока что не трогаем вот эти штучки, но это на самом деле вот эти вот дорожки, влияние эффектов на нашу основную дорожку. Здесь у нас реверберация. Ну и чтобы просто приятнее было прослушивать, я немножко добавлю реверберации. Сейчас послушаем, что у нас получается пока что.
Слышите, да, насколько более объемный становится вокал. Так, ну и теперь самое интересное — это бэк-вокал. Я буду петь чуть выше, чем основной вокал. Я буду слушать основной, но потише, чем свой бэк-вокал. И точно так же, как и дабл-вокал, мы запишем второй раз бэк-вокал, чтобы распределить их по панораме. Опять же, мы разделили две дорожки на левый и на правый канал и сделаем потише. В принципе, чтобы вместе сделать потише, нажимаем на один трек, Command, второй трек, и здесь меняем громкость. Она меняется одновременно у обоих дорожек. Идем дальше. И еще у нас есть в этой песне такой канон, как бы запаздывающий вокал. Еще раз. Ну что ж, друзья, мы вот и записали. Мы записали лид-вокал, основной вокал. Дабл-вокал — это повтор лид-вокала, он просто тише и разведен по панораме. Записали бэк-вокал, который на несколько тонов выше отличается от нашего основного вокала. И записали такие подпевки, как бы канон, немножко запаздывающие, такие переливы, которые также украшают нашу песню. Также не забывайте правильно сохранять проект. Для этого нажимаем File, Collect All and Save. Это значит, что он сохранит все ваши треки, включая вот эту минусовку, допустим, она у вас где-то сохранена, в загрузках, допустим, и вы можете ее удалить случайно или потерять. Если вы нажмете эту кнопку, то все ваши аудиотреки сохранятся вам прямо в проект. Вам не придется искать потом какие-то, может быть, сэмплы отдельные или, опять же, минусовки. Здесь смечаете все, нажимаем ОК. Ну что же, следующее видео будет посвящено обработке нашего записанного вокала и сведению трека в целом. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Покажу, как тюнить вокал в Melodyne. Также покажу два способа обработки вокала. Один более простой, используя только встроенные инструменты Ableton. Второй более продвинутый, используя другие, более качественные профессиональные плагины. Надеюсь, это видео было вам полезно. Пишите в комментариях, если остались какие-то вопросы. Обязательно постараюсь ответить. А с вами была Марион. Хорошей вам кармы!